Тяжелый. Все, станина уже подсохла. Ага. Теперь можно делать крышку на этот столик. Надо выбрать подходящие доски, и мы это сделаем. Красиво будет. В черном цвете тоже такая классная, да? Всем привет! Привет, друзья! Вы на канале «С города на дачу». И сегодня помимо этой переделки, также еще будем делать стульчики из пеньков. Хотим сделать нашу входную дверь. Это уберем, а будем делать железную. Не знаю, получится или нет, но мы будем очень стараться. Викачка мне будет помогать, да? Обязательно, да. Так что всем приятного просмотра. Делайте чаек, берите печеньки, а мы погнали. Да. Для столика я уже здесь приготовил пару досок. Это нам тоже наша знакомая хорошая передала, наша подружка. Вот такие. Их, конечно, нужно немножко будет подровнять, подрезать, пошлифовать, но в целом замечательные доски. Края буду подрезать на торцовочной пиле. Сколько раз она нас уже выручала, и в этот раз тоже выручит. Вот такие ровные края получились. Теперь осталось немножко зашлифовать наждачной бумагой. Затем все три вместе скреплю. И еще хочу на фрезере пройти вот эти углы по периметру, чтобы такой столик был не только практичный, но и красивый. Зажимаю хорошо струбциной. И сейчас пройдемся на фрезере. Ага, не включил. В розетку не включил. Оказывается, без электричества не работает. О, красиво, ровненько. Сейчас переверну и со всех сторон тоже так сделаю. Так, теперь смотрим. Вроде бы получилось все ровненько, аккуратненько. Осталось только заделать вот эти щели и хорошо зашлифовать. Столешницу на станину буду крепить вот как раз к этим отверстиям. Правда, они немножко маловатые для моих болтов. Сейчас рассверлю. Потом, думаю, будет хорошо. Проверяем. О, отлично. Как раз входит. Сюда его ставить, да, солнышко? Ну, где-нибудь здесь, да. Так, о. О, Теперь красота. самое ответственное задание у тебя. Хорошенько покрыть его лаком. Я думаю, у тебя получится. да, Рома доверил мне покрыть его лаком, поэтому моя задача не испортить. В общем, сейчас хожу за лаком, принесу и буду заниматься своим делом. Но покрывать деревянную поверхность нашего столика мы будем специальным полиуретановым лаком. Это линейка от Wood Extra, и, кстати, это линейка премиум класса. Хочу обратить ваше внимание на название лака. Он называется Якутия, а в уголку есть вот такой вот алмаз.
А все потому, что именно здесь рождены редкие и ценные камни. Алмазы во все времена являются признаком красоты и роскоши. Поэтому лак Якутия – это сочетание кристальной прозрачности и алмазной твердости покрытия. Так, ну и вначале нам здесь советуется подготовить поверхность. Рома уже все это сделал. Ну и также советуется загрунтовать поверхность. И, кстати, загрунтовать можно этим же лаком, разбавив его с водой в пропорциях 2 к 1. Так, ух ты, он белого цвета. Прикольно, мы сейчас его размешаем. Кстати, какой у него запах? Ну, запах у него очень довольно-таки приятный, не специфический, как, знаете, бывает. И так еле-еле его слышно. Так, остатки соберу кисточкой. Все. Накрою крышкой, уберу, пока он нам не понадобится. Потому что будем грунтовать. И, кстати, вы знаете, это хорошая находка. Не нужно тратиться вдвойне, да, покупать отдельно грунтовку, а потом еще и лак. Вот такой раствор у нас получился, и я приступаю к грунтовке поверхности. Линейка Wood Extra – это качественные инновационные лакокрасочные материалы по деревозащите. Эта коллекция премиум-класса разработана с применением технологий, которые не дадут дереву потерять свою красоту, фактуру и экологичность. Мы выбрали лак Якутия. Благодаря ему деревянное изделие приобретает стойкость к попаданию воды и мытью. Для нас это как раз то, что нужно. Также этот лак идеально подходит для внутренних работ, освежит и придаст глянцевый блеск вашим деревянным изделиям. Полиуретановая основа лака дает супер прочную защиту любым деревянным поверхностям и придают устойчивость к царапинам, ударам и загрязнениям. А проверенные компоненты сохранят натуральный цвет паркетной доски, предотвращая пожелтение. А еще сегодня я хочу сделать пару стульчиков из наших пеньков. У нас там много дров, много пеньков. Сейчас выберу подходящий и постараюсь их хорошенько обработать. Хочется пеньки выбрать такие не сильно ровные, чтобы не банальный получился, а такой с какими-нибудь выпуклостями или... Так, но это, наверное, сильно большой, хотя его тоже можно использовать. Вот такой широкий. Так, а ну вот этот поменьше. Они уже опаленные, поэтому если лаком их вскроем, тоже будет хорошо. О, гляньте, какой оригинальный. Тут пеньки некоторые есть, сучки. Тоже их сейчас хорошо обрежу. Потом болгаркой зашлифую шлифовочным кругом и вскрою лаком. Сейчас этот пенек выглядит вот так. Но посмотрим, как он будет выглядеть через 20 минут. Смотрите, какая получилась интересная текстура, да? Такой разноцветный пенек получился. Сейчас покручу его вокруг, еще посмотрите. Вот. Верхний край я тоже зашлифовал, чтобы на нем было удобно сидеть и не давило куда не надо. А сейчас пойду еще один поищу пенек, наверное, такой побольше, помассивнее, и сделаю с ним то же самое. А потом уже будем скрывать лаком. Ну что тут у тебя? О, смотри, у меня получилось 2 пенька. Один такой, наверное, килограмм, я не знаю, 6-7. А вот этот вообще, наверное, Как ты вообще поднял? все 20. Тут такой Увесистый. пенище, я не знаю. А ну, Наверное, поставь, килограмм а то- 25. Так что если такой пенек поставишь, то он точно не упадет сам по себе. И ветром его не сдует. Отлично, все, тогда я принимаю работу и тоже их перекрашу, вернее, покрою лаком. Да, неси лак и вместе сейчас их загрунтуем, а потом и вскроем. Вчера здесь прополола, и вот смотрю, что немного еще осталось травы. И, кстати, посмотрите, какую
здоровскую такую подвязку сделал Рома для гороха. И вот за ночь горох подтянулся и уже начинает заплетаться вот в этих веревочках. Классно, мне очень понравилось. Так, давайте я помогу, сюда тебе надо. Так, ну, я думаю, что за это время грунтовка уже высохла. Буду покрывать поверхность лаком. Так, я думаю... Ух ты, фазаны у нас какие. Так, надо еще раз его перемешать. И он готов к нанесению. Ой, вы знаете, люблю, когда Рома что-то изготавливает из дерева. Мне очень нравится, когда из старых вещей получаются такие классные вещи. И хотелось бы, чтобы они послужили нам очень долго. Поэтому, конечно же, здесь нужно подбирать покрытие, как многие пишут, чтобы не перекрашивать каждый год. Вот я тоже так придерживаюсь этого мнения. Кстати, взяла кисточку пошире, намного удобнее и быстрее. Думаю, что я мучаюсь тонкой кисточкой. Раз-раз и прокрасил. Красивый у тебя столик. Я хочу, чтобы пеньки тоже были такие. Сейчас сделаем. Давай. Держи лак, держи кисть. Глянь, прям Приступаем. блестит. Классно. Да. Так, нам вон Альфа с Веснушкой пришли помогать. Альфуша, иди сюда, иди. Помощница. Помощница. Не воняет лак, не? А ну понюхай. Ну, Невкусный, не да? по этим делам. Скажи, если бы косточку вы мне дали, да? Вы и так у нас уже толстые-притолстые, да? Спряталась? От Веснушки спряталась, да? Вот они уже подружки. Да. Вы что, целуетесь или что? Разве так можно? Любовная любовь. Скажи, как же мне дороги ваши все такие штучки? Ремонты ваши. Ремонты, переделки. А потом сюда нельзя, туда нельзя, на грядку нельзя, на пенечек, на стол тоже нельзя, да? Так куда ж можно? Хорошая собака, послушная. Только аккуратно, ты будешь сейчас вся в лаке. Ты у нас уже и в краске немного, да? У нас у Альфы помелированный хвостик. Ага, немножко есть. Мы красили когда, да, и она бегала. То там хвостиком заденет, то там. Девочкам можно милирование всякое такое. Вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Ссылочку на лак, а также коллекцию лаков от Wood Extra оставлю в описании под этим видео. Столик и стулья мы уже сделали, а теперь подошло время демонтажа этой лодки. Сейчас ее разберу, а потом буду делать новую. Ну, еще хорошие доски. Может, где-то и пригодятся. Теперь снимаем двери. Интересно, снимутся они или нет? Оп. Все равно что-то мешает. А, тут гвоздик небольшой. А ну, еще раз. Оба! Все, мы остались без дверей. Полна горница людей.
Теперь, пока не сделаю дверь, так и будем жить. Кстати, под прошлым видео многие писали, что вот эти вот часики, которые мы сюда повесили временно, что они не совсем подходят к нашему нынешнему ремонту, поэтому я кое-что для них придумала. Сейчас мы сделаем небольшую переделку с ними, но вначале я их хорошенько вымою. Ну и вначале я решила отделить все детали, чтобы хорошенько их вымыть. И очень классно, что в этой модели часов циферблат находится на отдельном стекле, так что не придется вырисовывать его на рисунке. В заключение все прошлась еще влажной салфеткой, также аккуратно протерла стрелочки, ну и теперь настало время выбрать подходящий рисунок. У меня есть отдельная папка с вот такими вот разными картинками. Ну и выбрала я вот такой вот рисунок с городским пейзажем. Мы с Ромой давно не отдыхали, никуда не ездили, не путешествовали уже очень много лет. И поэтому выбрали именно такую картинку, которая хоть немного компенсирует нам отсутствие путешествия в нашей жизни. Также в телеграм-канале вы давали хорошие рекомендации, что такие часы можно было просто перекрасить в однотонный цвет, так как с ним лучше просматривалось бы время. И, кстати, вначале я так и хотела сделать, но вспомнила про вот эти вот картинки. Так что решила остановиться на них, так как хоть какое-то настроение создается в этой комнате. А перекрасить часы я смогу в любой момент, это несложно, да и опыт теперь уже имеется. Преображение часов мне понравилось все. Ну и на очереди стоит преображение лампы в этой комнате, либо ее замена. В общем, мы еще пока подумаем. Если у вас есть какие-то идеи по поводу преображения либо замены, обязательно оставляйте свои варианты в комментариях, либо напишите в телеграм-канале. Сейчас у меня самый главный вопрос. Когда я уберу эту лодку, упадут ли вот эти кирпичи, которые сверху? Потому что здесь они, видите, уже трескались. Мы когда-то его запенивали. Ну, в общем, сейчас будем наблюдать. Ну, если уже вывалится, придется заново положить. Так, стараюсь потихонечку так, чтобы полдома не завалить. Есть. Так. Держись, держись, держись. Ой, страшно. О, вроде не падает, да? Так. Тут еще на некоторые гвозди все-таки прибито сверху и снизу. Некоторые уже отгнили, но пару гвоздей еще поставалось. Победа! Все, пойду отнесу. Вот это да. Так, сейчас уберем здесь, подметем. А мне уже не терпится проверить, насколько у нас кривая была лодка. Давай. Ну, так, кажется, щас. наверное, сантиметров 8-10 точно уходила в сторону. Ну, видно по ней, что она так добрячая, кривая, да? Так, вот эти двери что, опять в сарайчик наш? Там уже места нету. Он никогда Где? нас не опустеет. Или сразу, наверное, брошу тут, а потом мы посмотрим, уже там переложим. Да? Тут еще замок нормальный. Может, в будущий Пригодится сарай где-то. или в будущий гараж когда-нибудь положим. Да. Железный лист под двери мы взяли такой, он стандартный шел, 2 метра на метр. Поэтому, чтобы немножко была накладка на лодку, мы сделаем ее немножко меньше. Внутренний периметр, это где-то будет 1,98 на 98, чтобы не задувало потом в дом. Сейчас отрежу по размерам все уголки, потом буду примерять, выравнивать и сваривать. Опа! Вот такая примерно получится у нас лодка. Я вымостил, специально положил на ровный лист, чтобы и лодка была ровная. Теперь еще с помощью такого вот уголка
магнитного. Тоже буду выравнивать все углы и немножко прихватывать сваркой. Швы получается у меня уже намного лучше. Сейчас покажу. Так. Вот такие швы уже получаются. Еще немножко зачищу и вообще будет идеально. Опа. Такс. В общем, сейчас буду лицевую сторону делать. Ну, такая довольно-таки тяжелая получается лодка. Ну, тем и хорошо. Зато надежнее будет. Вот. Сейчас еще вот эти углы проварю. Вот этот и вот этот. И буду примерять. Вот такие получаются стыки, очень красивые. А теперь поднимем лодку и проверим вообще, как у нас все получилось. Так. Вначале поставлю здесь, сбоку, и вообще проверю сам проем, насколько он кривой, и вам покажу. А проверять будем не ниточкой, как я раньше делал, а лазерным построителем. Вот такая красивая сумочка. И здесь он лежит. Так, вот он, сам построитель. Штатив. И это очень здорово, что он есть. Зарядная, аккумуляторная батарея. Всякие тут переходники. Интересные такие. Пульт. Тоже можно на расстоянии управлять. Очки такие прикольные, зеленые. Чувствую себя Нео из Матрицы. Ну и всякие другие штуки. Вот это, я так понял, магнит. Можно крепить где-то на железную поверхность. Оставлю здесь пульт. Вот это все уберу. Так, и попробуем его запустить. Здесь у нас вкл-выкл. Опа, включился. Здесь есть 4 луча, 2 горизонтальных, один включается сразу, и 2 вот вертикальных. Оно сейчас попробует поклацать, чтобы определить, что еще. Ага, это немножко выше поднимает уровень, как видите. Это 2 уровня. Кстати, смотрите, какой подоконник у нас кривой, и окно тоже. Ну, жили так, будем продолжать. Очень интересно. А ну что тут еще есть? Ага, так, мерцающее. Так, выключить. Ага. Ну, такие разные режимы, да? Мелькает, мерцает. Так, это вот горизонтальные, вернее, вертикальные добавляется. Ага, вот так вот, да? Это включился вот этот, с этой стороны, с моей. А это все вместе включились. Ну, здорово. Так, а что ж оно мелькает? А, чтоб... О, вот так вот. Здорово. Ну, теперь соберу еще штатив и тоже проверю нашу лодку, насколько она кривая. Мне прям аж страшно. Кстати, лучи днем, да, а видно очень хорошо. Надеюсь, что и на улице их хоть немного будет видно. Так, такой штатив. О, глянь. Прям такие немаленькие ножки, да? Так, вот тут открывается, а потом зажимается. Так, подожди. Сейчас прикручу, потом опять тебя включу. То будешь выравнивать на ходу. Так, все, включил. Здорово. А здесь еще есть такая штука. Такой мини-домкрат. Смотрите, он как раз выравнивает по миллиметрам. Сейчас выровняю по тому верхнему краю розетки, чтобы идеально ровно получилось. А ну, потихоньку, потихоньку. И еще. О, идеально ровно.
Отличная штука. Ну а теперь пойдемте померяем, насколько у нас кривая или ровная лутка. Вернее, проем, который остался. Надеюсь, вам видно, насколько у нас кривой проем. Здесь лазер направленный на самый край, а снизу, наверное, сантиметров 12. Получается вот такой проем. Сейчас еще поставлю нашу лутку и тоже проверю, как она будет входить. Да, лутка ровная, но проем кривой. Здесь сантиметров 12. Почти целая ладонь влазит, а внизу упирается в самый край. Поэтому нужно будет вот эту часть чем-то заполнять. Раствором, камнями, чем-то еще. Но зато узнали, как должно быть ровно. И теперь можно продолжать дальше работать. Проснулся. Все хорошо. По расписанию погладить кота. Давай поглажу тебя. Вот так. Иди на уличку, там веснушка. Ну, я думаю, что самое время сейчас заняться этим диванчиком. Мы его переделывать не будем. В прошлом видео Рома немного его переделал, убрал уголок и соединил вот такие два сидения. Получился вот такой вот у нас диванчик в этой обеденной зоне. Да? Ну и как я рассказывала, что вообще у меня мечта в этой обеденной зоне, чтобы был круглый стол, стульчики, и еще я придумала такой шкаф-пенал для посуды, для гостей. Но это все в будущем. Но пока у нас сейчас здесь вот этот диван и вот этот столик. Ну и в общем, что мы придумали для нашего диванчика? Для спинки у нас на спинку пойдут вот такие вот подушечки. Пока это наволоки, но мы немножко их наполним, и будут подушки. И вот так вот их сюда применим. Их подарила мне моя подружка Оля. Олечка, спасибо тебе большое за них. Не знала, куда применить, а теперь смотри, как прикольно и шикарно они нашли свое место. Здорово. Вот, и на сиденье робот там активно без работы. Вот так и работаем. Тут мяу, там стук-стук, да? Так, ну а здесь в качестве сидения я выбрала вот такой материал темно-синего цвета. Тоже не буду его наполнять поролоном толстым, потому что я часто, так как это сиденье, мы часто садимся, здесь и котики ходят, и мы можем сесть в рабочей одежде, и часто я снимаю на постирку, поэтому наполнять толстым поролоном я не буду. Вставай. В общем, пошла я делать работу, и потом покажу вам конечный результат. Ну и в качестве наполнителя для таких подушек у меня пошли старые свитера и кофты, которые все равно лежали без дела. Я их периодически перестирывала, и несколько кофт уже постелила в будку для собак. Еще у меня оставались кофты, и я уже хотела их выбросить или отнести на мусор, чтобы кто-то их разобрал. Ну и я подумала, что вот могу сделать такие квадратики, сшить их, и получится как раз необходимый наполнитель для таких подушечек. Знаю, что таким лайфхаком пользуются многие, поэтому не вижу здесь ничего такого. Не стала крепить подушки степлером к дивану, а использовала вот такие декоративные гвоздики с широкими шляпками. Они хорошо забиваются, и их можно будет потом хорошо вынимать с помощью вот такого гвоздодера. Ну и в общем, со спинками у меня все получилось, все заладилось, но вот с сиденьем как-то не очень. Появилась новая идея, поэтому постараюсь к новому видео все исправить и вам показать. Нарезал я вот такие куски профиля. Верх и низ уже приварил. Осталось приварить еще вот эти вот. И также по центру вставлю одну. Вот. А эти маленькие, это будет под замок. Вот так их тоже выложу. И замок будет крепиться вот здесь.
Ну, понятно, это я тоже все выровняю и хорошенько сваркой прихвачу. И вот так будет замок открываться. И здесь еще тоже нужно будет отверстие. Просверлил несколько отверстий. Это будет замочная скважина. А теперь нужно немного напильником подточить. Приварил я два навеса, один внизу, другой вверху. А еще мне мой один хороший друг посоветовал третий приварить. Так делают на таких дверях, которые тяжелые. И где-то вот сантиметров, наверное, 30 от верха я его тоже помещу. Подлаживаю под навес такой ненужный круг, чтобы был маленький зазор, пару миллиметров. И сам навес варю вот на такие, как можно сказать, прихватки, да, чтобы была больше площадь обваривания и навес лучше держался. И сейчас я поприхватываю со всех углов понемногу, чтобы в случае неровности можно было выровнять. А потом уже все буду хорошо обваривать. Вооружился дрелью и сверлом на 10. Сейчас сделаю несколько отверстий для предварительного закрепления двери в проеме. Сделаю тут отверстие, тут и тут. Потом дверь эту выставим и забьем вот такую катанку и приварим к ней. В общем, сейчас самое главное сделать отверстие, а потом еще дальше покажу. Ну, а здесь у нас установка дверей. Ну и так как я очень хрупкая женщина, конечно же, у меня нет столько сил, чтобы поднять эту дверь и помочь Роме с установкой. Поэтому позвали на помощь родственника, который с удовольствием приехал и помог Роме установить дверь. Они справились вдвоем, и у них все классно получилось. Но я в это время быстренько старалась успеть приготовить из дрожжевого теста. Оно у меня очень быстро поднялось. И я готовила пирожки с творогом, а также пицца, чтобы такой получился у нас вкусный и сытный кофе-тайм. Теперь эти штыри аккуратно болгаркой обрежу и заварю и снаружи, и изнутри. В процессе работы могут лететь разные искры и окалины, поэтому, чтобы не прожечь линолеум, вот приготовили вот такие листы металлические. Сейчас все это аккуратненько закроем, и линолеум будет в целости и безопасности. Внизу у нас тоже идет железный уголок, поэтому нашу дверь я решил приварить и к нему. Думаю, так будет надежнее. И уже точно никто не вырвет. Все, Викулечка, иди глянь, как получилось. Иду. Вот. Смотри. А ну-ка, ну-ка. Ох, у нас тут в коридоре погром какой. Сейчас котик переобуюсь. Инструментов куча. Ай. Смотри, дверь открывается на полную. Ух ты. Да? И так Издалека посмотри. никому ничего не мешает, да? И если здесь будет уже такое наше крылечко, то оно нам не помешает, да, эта дверь? Ой, здорово. И замок уже прикрутил, смотри. Так это что, мы будем сегодня спать с закрытыми С закрытыми дверями. дверьми? Кстати, Да? дверь, смотрите, установили ровно, потому что она самостоятельно не закрывается и самостоятельно не открывается. Тоже. Это значит, что ровно. Ровно, Да, да. как ее поставили, так она и есть. Вот это ты, Рома, сделал. Я вообще в восторге в таком. Ну, надеюсь, что и зрители тоже, потому что все вы многие знаете, что Рома у нас вообще новичок в этом деле. Да. Поэтому мой восторг, он оправдан.
Так, Ром, я взяла ключик, можно я попробую? Давай, проверяй, и оттуда. Будет работать. Ой, как по маслу. Не то, что старый замок, да? Да, и с этой стороны. Так, надо сейчас назад его вернуть. Ой, красота. Закрываем. Оп. Ну что, глазок будем делать? Глазок? Нет. Нет. То у нас вот глазок. Целое окно. Одни окна, тут и так Один все видно. сплошной глазок. Открываемся. Вот. Теперь работает и замок, и дверь. Что мы еще хотим сделать? Мы хотим еще сделать такую же внутреннюю лодку. Из уголка может быть поменьше. Вот так мы сделаем, да, поставим и перегородочки. Ну и, конечно, нужно будет замазать вот эти щели, потому что и внизу, и вверху очень такие. Тут мы меряли 7,5 сантиметров получается. Расхождение, Да, еще тогда поедем, возьмем уголка, сделаем, и тогда уже точно будет надежная дверь. А мне еще интересно, ровная она или нет. Проверим да? уровнем Давай еще. еще раз проверим. Да. Надежнее. А ну давай выключим этот, чтобы луч было хорошо видно. Так, это... О, вот этот надо. Ага, а этот выключу. О, ну смотри, да? Практически ровно. Может быть на пару миллиметров вот здесь уходит. Но это вообще не считается. Да. Ну зато отлично. Теперь она стоит ровно. Осталась эта отделка. Эта работа ничто по сравнению с той работой, которую ты сделал вот с этой дверью. Мы вместе сделали. Давай, Федь. Давай. Ты молодец. Классно. У нас, кстати, там дождь начался. Да. Как раз успели сделать Успели. дверь, да? До дождя. Глянь, а вот капает. Нужно срочно Делать доделывать козырёк. крылечко, козырек и И крышу. вот здесь все дальше штукатурить, смотри, видишь, подкапывает. Ну, это потому, что нужно козырек делать. Собирается, да? И Где-то капает на там лодку. наливает, да, почти без шифера. Да. О, наконец-то дождик. А свежий воздух такой, да? Озон, Да. озон. Из лесополосы, да? Класс. Хорошо. Ну что, прячемся Да. Закрываем двери. и идем пить чай. Пока мы кушали, пили чаек, в общем, смотрим из окошка, а закончился дождик, и вот такая прекрасная радуга. Гляньте, какая красота. Полностью. А, она прям полная-полная. Да. Снизу доверху и опять вниз. А ну, я сейчас ближе покажу. Пока мы просто камеру настраивали, она уже немножко вот рассеивается. Ой, тут листы мешают. Хоть бы вам было видно. Вот, видите, там начало. И аж туда идет. Класс. Красота. Давно не видела радугу. Значит, все будет хорошо. Еще мы сегодня с Викочкой хотим окультурить наш каштан. Он раньше всегда такой красивый был. Но после пожара, как видите, да, почти весь засох. Хотя снизу новые ветки вылазят. Поэтому мы хотим его так обрезать, обпилить. И, возможно, он будет таким красивым заново. Ну, посмотрим. Сейчас поставлю лестницу и полезу. О, наверное, будем спиливать с самого верха, да? Самые верхние, а потом уже опускаться ниже. Потому что если мы спилим эти, а может и нет. А может, начнем с этих и продолжим так, наверх. Даже не знаю, как лучше. Так. Вначале такие пеньки буду оставлять здесь. Так, а ты отходи с телефоном. Бабац. О, уже немножко развидневается. Так, а если я спилю вот эту, не погнет наш забор из профиля? Остался нетронутый маленький кусочек, сейчас и тот доделаем. Ладно, давай, вот эти. Прицепилась. Ты видишь? Оно цепится. Ого! Просто такие ветки длинные. Надо будет их распиливать. Так.
Ну что ж, дорогие зрители, как вы заметили, на этой неделе у нас было не то, что немало работы, ее было очень много, она была не очень простой, а сложной, и мы постарались ее выполнить. Что-то успели, что не успели, покажем в следующих новых наших видео. Но вам, друзья, хотелось сказать большое спасибо за то, что вы смотрите наши видео, комментируете. И в последнее время из-за объема работы мы не успеваем ответить на все комментарии, но решили ставить хотя бы сердечки, чтобы вы видели, что ваш комментарий прочитан. Ну а теперь будем прощаться с вами, дорогие друзья. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока. Фух, еще вот эти две и все. Молодец.